Приветствую вас, друзья, в игре Gloria Victis. Продолжаю играть и добрался таки наконец до ремесла. Буквально вчера закончил проходить цепочку обучающих заданий по ремеслу. И в ремесленном районе поставил уже костер. Ну, прокачался до печки, поставил уже печь. Так, новый узел разблокировался. Бутылка железа. Ну и, как вы понимаете, встал вопрос о сборе ресурсов. Ну, самого первого уровня, первый тип ресурсов. Это топливо, на котором работает печь. Это обычное дерево. Ну, поленья или древесина. И лимонит, из которой делается кусок железа. Вот у меня сейчас уже тут оно все делается. Кстати, она работает даже когда персонаж офлайн. То есть меня нет в игре, а все это работает. Сюда закинул, она работает. Заходишь в игру, забираешь ресурсы и получаешь за это опыт. И происходит прокачка. Сейчас посмотрим. Вот, смотрите, вот у меня, например, уже здесь. Это вот первый уровень костер, потом второй печка, а это уже, ну, такая более улучшенная печь. И разблокируются тут уже рецепты узорной стали, кварцевое стекло. Здесь можно делать просто сталь. Здесь можно железо в костре. Так вот, смотрите, у меня сейчас 4564 опыта, да, я забираю отсюда. Оп, смотрим. 762 стало, вот так вот. Да, процесс долгий, нужно набрать сколько? 160 тысяч опыта, чтобы разблокировать эту печь, и я смогу сделать узорную сталь. Ну, сейчас в данном моменте узорная сталь мне не нужна, даже сейчас обычная сталь мне не нужна, потому что ремесло не прокачано, и там с первых уровней только железо нужно. Так вот. Так, лимонит. Встал вопрос о том, где можно быстро, с минимумом затрат, добыть древесину и лимонит. Ну, древесина как топливо, лимонит, чтобы делать железо. Я играю за фракцию Смиров, поэтому буду показывать место, где можно, так скажем, ну, бесконечные ресурсы брать, лимонит и железо, относительно фракции Исмиров. Когда я в 22 году играл за Сангмаров, я вот сейчас не вспомню, была ли там вообще такая возможность, ну, так скажем, бесконечные ресурсы брать. По-моему, там такой возможности не было, но я сейчас просто уже не помню. Ну, прошло много лет. Так вот, давайте с Эсмирами начнем. Значит, я покажу это место. Это место, знаете, где находится? Вот справа вот этот мост. Вот около этого моста спавнится древесина и несколько куч лимонита. Причем не бедный источник ресурса, а обычный. Потому что бедный источник, ну что там, пару раз махнешь инструментом и все, и иссяк. А там именно, ну и не богатый, а обычный. Но тем не менее можно его там очень много брать. И появляется исчерпанный ресурс достаточно быстро. Повторюсь, я не помню, у Сангмаров есть такое или нет. Там, по-моему, мне приходилось мучиться, бегать, бедное месторождение искать, и так довольно-таки много времени на это уходило. Так, правильно я бегу? Маленько неправильно. Ну, вот здесь можно прям по берегу было туда пройти. И не помню тоже в 22 году был ли быстрый респавн. Вроде бы его не было. А сейчас, ну по крайней мере вот в этом месте, очень быстрый респавн сделали. В других местах, где я бедную древесину собирал, там достаточно это долго все было. А здесь, на удивление, это все быстро. Так, правильно я бегу? Да. Ну, здесь мобы. Пока собираете один ресурс, появляется второй. Ну, руда и дерево. И это так все быстро происходит.
Да, ну, как вы догадались, не я один об этом знаю. Вот, пожалуйста, игрок тут этим уже занимается. Надо мне сейчас будет перейти на другой сервер. Видите, я хотел снять видеоролик, а он уже этим занимается. Вот это место. Вот здесь вот эти руды, видите? Раз, два, три, 4, 5. А он, кстати, еще поставил костер и сразу здесь плавит. Сразу идет плавка у него здесь. Вот, 5 этих кусков руды. А вот здесь вот, прям за ним, появляется дерево. То есть, пока вы добываете одно, вот, смотрите. Но надо встать так, чтобы видно было появившееся дерево. Потому что куч руды здесь 5, а дерево только одно. Но пока вы добываете руду, появляется дерево. И вот это вот место такое, ну, бесконечный источник ресурсов, которые появляются очень быстро. Вот, наверное, это его костерок там горит. Может и не его. Во, вот, смотрите, раз, дерево появилось. Оно здесь одно, к сожалению, только появляется. Но это не бедное месторождение, видите, такое среднее. Потому что бедное месторождение там 2-3 раза махнешь топором, и все, и нету дерева. А здесь вот, ну давайте сейчас посмотрим, сколько я сейчас соберу. Вот одну кучку лимонита я собрал, и сейчас посмотрим одно дерево. Бам, пропало. Давайте посмотрим. Дерево. Ну, неплохо, смотрите, 37 дерева с одной штуки только. И с руды я собрал 17 лимонита. Вот, 37 дерева и 17 лимонит. Причем, говорю, вот я собрал, и сейчас сразу же будет спавниться новые руды. Ну, вот тут вот костер игрок поставил, он уже сразу переплавляет. Ну, сейчас надо дождаться. Вон, видите, вот он при мне рубил эту руду, да? А она, смотрите, уже раз. Уже восстановилась. Оп, смотрите, на глазах. Вон там, которую я рубил, восстановилась. То есть здесь не надо стоять ждать. Нон-стопом вы добываете. Пока я рублю вот эту кучу, вторая восстановилась. Да, тут время от времени появляются бандиты. Вот видите, одну добыл. Кстати, сколько теперь у меня? 33. Ну вот примерно по 16, по 17 штук. И вот сейчас прямо на глазах у вас появится дерево. О, видите, появилось. Я даже еще не успел добыть вторую кучку. Вам оно уже тут лежит. Насколько я помню, ну если правильно я помню, в 22 году такого не было. Что вы добыли, и бам, оно сразу появилось. Причем, более того, я скажу, что вот в других местах, где тоже деревья валяются, кучки, такого быстрого респавна не происходит. Я подозреваю, что это одно единственное место, ну, я имею в виду фракцию Исмиров, где происходит такой быстрый респ. И это связано, скорее всего, из-за того, что здесь, в этом месте происходит выполнение цепочки ремесловых заданий. Вот этот вот мастер-ремесел, он дает задание на ремесло. И вот, наверное, поэтому вот именно только в этом месте происходит такой быстрый респ. Ну, буквально считанные, даже, наверное, не минуты, а секунды. Потому что, повторюсь, в других местах так быстро это все не восстанавливается. Вот пока я ходил, выполнял задания, я, конечно же, встречал эти месторождения и добывал ресурсы. Ну, там на то, чтобы восстановилась вот эта вот рудная жила, так скажем, ну, уходило минут, ну, прилично.
Ну, минут 10, может 15. Смотрите, вот эту вот только я рубал, вот, она уже стоит. Ну сколько, даже 3 минут не прошло, как она стоит. В общем, вот такое вот, ребятки, место. И нон-стопом здесь добываете обычную древесину первого уровня и руду железную, ну, лимонит, тоже первого уровня. Вот сейчас на глазах дерево появится. Ну вот, я только добыл... О, видите, бам, и дерево появилось. Все. Я добыл 2 кучки лимонита, и сразу появилось дерево. Сейчас пока рублю дерево, восстановится лимонит. Сколько? Ну, где-то минуты, наверное. Я так подозреваю, что время респавна в этом месте 1 минута. Повторюсь, это единственное место. Вот снова покажу карту. Вот, выходите из центрального замка. Ну, вот где тут у вас сундук стоит. Где? Вот в этом месте. Вот он, сундук, склад. Поворачиваете налево и вдоль реки бам-бам-бам-бам-бам. И вот сюда, вот к этому мостику, вот тут. И все. И здесь вы их добываете, ну прям нон-стопом. Вот сейчас смотрите, на глазах вон раз появилось, видели? Только я дерево добыл. Бам, и руда. И тут можно очень много насобирать дерева и железа. Кстати, вот игрок поставил костер, я не рекомендую здесь на костре жарить. Ну, потому что вам же нужно прокачивать эту печку. Да, и, кстати, ежедневные награды вот эти, то есть вы делаете сбор бревна, сбор руды, собираете вот это еще дополнительно. Вам же нужно прокачивать эту вот костер, поэтому, ну не костер, эту улучшенную печку, поэтому если уж ставить, то ставить вот такую вот. И на ней сразу уже переплавлять. Ну я здесь не поставил, мне удобнее там в городе. Я сейчас тут надобываю. Закину там в печь. Ну и пока хожу квесты делаю, у меня это все переплавится. И сама печка прокачается, и будет куча руды у меня. Бревна еще идут на поленья. Поленья нужны и для готовки, и для крафта. Да, кстати, обратили внимание, вот эти вот кучки, они как бы есть, но они, видите, не восстанавливаются. То есть вот у них, наверное, нормальный процесс восстановления, там 10-15 минут. А вот у этих двух кучек, ну-ка здесь тоже, видите, она не восстанавливается. А вот у этих двух кучек, вот это раз кучка, вот это 2 кучка и дерево, у них, видимо, ускоренный процесс через минуту. Ну вот, собственно, все. Я хотел об этом снять видеоролик. Бесконечные ресурсы. Быстро вот тут все добывается, вот в этом месте. У Исмиров. Подозреваю, что раз разработчики сделали такое здесь, то, наверное, и у Мидланд, и у Сандмарцев все это то же самое есть. Именно вот в том месте, где стоит мастер ремесел, где идет цепочка заданий на ремесло. Цепочка обучающих заданий на ремесло. Все, ребятки. Благодарю за внимание. Продолжаю играть в Gloria Victis. Так что в скором времени выйдет новое видео из этой игры. Да, еще пару слов я, пожалуй, скажу. Включу в этот видео гайд. То место, где я вам показывал, да, оно хорошо для новичков. Потому что рядом со столицей, никуда далеко ходить не надо. Но вообще для прокачки вот этого, вот этих двух навыков, лесничества, да, рубка деревьев, ну, достаточно долго это все прокачивается. Вот. Здесь нужно очень много рубить и, соответственно, кирка много добывать. Вот. И то место, которое я показал, ну, это вот для новичков. Вот
когда только начинаете играть, и вот там вот это очень удобно. Но потом, когда уже нужно прокачивать все дальше и дальше, ну, сами понимаете, там оно будет уже недостаточно. Вот, кстати, я уже качественную древесину могу собирать. Так вот, дальнейшая прокачка этих навыков идет уже на месторождениях, на зоне, ну, так скажем, где у вас уже могут убить. То есть вот тут вот зеленая, да, была зона. А это уже зона, где могут убить, но это безлутная зона, то есть если вас убьют, с вас ничего не снимут. Так вот, прокачка дерева идет уже на лесопилках, ну, лесничество я имею в виду, то есть выбираете лесопилку любую, где есть ресурсы, ну, те, которые вы можете добывать, вот, скажем, обычную качественную я могу добывать. А вот, например, если вот идти сюда, здесь отлично идеальная древесина, я ее добывать не могу, то есть именно поэтому и нужно прокачивать. Вот, обычные качественные, вот здесь я приземлился, и просто бегаете и рубите деревья, вот все, что надо. Соответствующий топор, вот, топор ученика у меня сейчас, и прокачивается вот это вот все дело вот таким образом. Просто стоите, рубите. Прокачается вот этот узел, смогу уже, да, вот этот прокачается, смогу собирать хорошую древесину. Потом, соответственно, буду добывать, прокачается этот узел, ну и, соответственно, тут уже отличная древесина. Берете топоры и вот просто бегаете, эти деревья рубите. Ну, на ходу появляется. Здесь, видите, они валяются. Если здесь никого нет, вам этого хватит. Если здесь никаких игроков нет. От одного к другому дереву перебегайте. Это вот по поводу дерева, лесничества. Однако по поводу прокачки кирки можно сделать попроще. Сейчас я покажу, как это. Так, это у меня что, обычная древесина? Кирку, наверное, несколько будет попроще прокачать, потому что есть жилы. Так, вот сейчас я здесь встану. Смотрите. Вот это вот залежи дерева и есть залежи руды. Также стоят, вы от них перебегаете, рубите. Но есть еще жила, вот, жила. Ну, в данном случае известняка. Но мне известняк не нужен, мне нужна жила. Вот я сейчас сюда вот пойду, хотя она тут под врагом. Где? Жила лимонита мне нужна. Вот. Жила лимонита, она не так быстро заканчивается, если она вообще заканчивается. Ну, сейчас уже не вспомню. Залежи заканчиваются. Порубил, перешел, порубил, перешел. А вот жила, вы там ставите персонажа, и все, и уходите, ну, или сворачиваете игру, занимаетесь там другими делами. Не нужно перебегать. Как вот с деревьями, видите, тут приходится перебегать, то есть нужно находиться в игре. А жила, поставил персонажа и ушел надолго. Ну вот будет, дойду до жилы, я вам продемонстрирую. Ну хотя что, давайте, раз я видеоролик снимаю, поехали, к жиле съездим. Хотя, наверное, знаете, вот сейчас я сюда заеду, просто чтобы, ну, вам показать, для тех, кто не знает. Те, кто играют давно, конечно, уже это все знают. Да, собственно, я об этом, обо всем знал, просто, ну, с 22 года. А я видеогайды не снимал в 22 году, я делал прямые трансляции. И наверняка там в прямых трансляциях я это рассказывал, ну, мне сейчас просто пересматривать это все свое влом. Так, вот здесь вот посмотрим. Известняк. Просто я на лимоните, почему? Потому что из него делаются куски железа, а железо идет уже на создание там стали. Так, вот жил, давайте посмотрим, как это происходит. Она, по-моему, вообще не истощаемая. То есть вот эти вот, видите, залежи, они истощаемые. А жила, ну, или она истощаемая, но она очень не скоро истощится. Видите, здесь даже полоски нет у нее. Вот так вот ставите своего персонажа, и все, и уходите. И, ну или сворачиваете игру.
А, нет, вот появилась полоска. Ну, давайте посмотрим. Ну, насколько мне думается, жила, она, ну, более долговечная. То есть ее долго можно рубить. Вот эти вот залежи, там, ну, сколько? Секунд 30, и все. И нужно переходить. А жила, это, наверное, долгая история. Сейчас посмотрим на полосочку. Да, видите, она чуть-чуть убыла. Так что вот здесь вот можно это... ставить персонажа и уходить. Ну, или не уходить, а взять игру свернуть. Так что вот так вот. А вот, кстати, здесь есть уже, видите, гнейс. А вот гнейс я уже добыть не могу, потому что нужно горное дело 3. Вот, собственно, поэтому нужно это все прокачивать. Я сейчас вспоминаю... здесь вас убьют, вы ничего не потеряете. А вот, когда вы идете в лутовую зону, вот я вспоминаю, я полностью все выкладывал на склад. Брал одну кирку или там топор. Ну, кирку, по-моему, я перед добывал, ну, не помню. Голый. Шел голый. Вот давайте здесь посмотрим. В лутабельной зоне. Здесь гранит. Нет, я ходил, по-моему, не за гранитом. Надо смотреть вот со стороны сангмарцев. Я за сангмарцев играл. Я, по-моему, ходил за перитом. Надо... Ну, не помню. Вот. В такую вот зону. Здесь соль. А где перит? Ну, тут вот не показано. Короче, не помню, зачем я ходил. Я ходил абсолютно голый. Брал только кирку. Вставал там и добывал. В общем, вот так вот это работает. Так, я сейчас поеду вот сюда вот встану. Ну, там, где с вас ничего не возьмут, не страшно. Вот, ребята, в общем, таким вот образом это все прокачивается.